Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем на 2026 год для вашего знака зодиака. Расклад на 12 домов, соответственно. То есть это уже не тот расклад, который я делала по каждому месяцу отдельно, а это несколько иной вариант расклада, тоже на весь год, но по основным сферам вашей жизни, касающиеся, допустим, взаимоотношений с окружающими, работы, может быть, каких-то личных чувств, ваших сильных сторон или слабых сторон, соответственно, в 2026 году. По основным положениям карт я буду рассказывать, что здесь имеется в виду, соответственно, и какие карты у нас выпадут. Будем их разбирать. Итак, рыбки, давайте посмотрим, что же вас ожидает. Перед тем, как разложить карты, я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, вы можете оставить лайк, сообщение, все, что будет вашей душе угодно. Я буду очень и очень признательна вам за такую обратную связь, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает наших дорогих рыбок, что же происходит у вас в 2026 году, что интересного следует вам узнать про этот период вашей жизни. Итак, 2026 год. Давайте посмотрим, рыбки. Первый дом, второй дом, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12 дом. Следующее мы еще выложим карты дополнительно. Это 13 карта, 14. Я разъясню их значение. 15 и 16. Также еще в центр выложу еще несколько карт. Вот. И мы сейчас посмотрим, что здесь имеется в виду. Итак, смотрим. Первая карта, первый дом, который у вас есть, это десятка жезлов, собственно, у вас выпадает. И десятка жезлов, она в первом доме у вас, она показывает вашу личность. Она показывает здесь, собственно, то, вот как вы проявляете себя. Вы здесь готовы по десятке жезлов брать на себя какую-то ответственность. Вы готовы взваливать на себя какие-то обязательства, какую-то работу, может быть, какие-то обязательства семейные. Да? Ну, вот вы по десятке жезлов можете брать на себя вот этот груз. Также вы можете быть очень решительными в том, чтобы выполнить какие-то задачи, показываете всем, даете понять, что вы настроены серьезно, что вы дотянете, собственно, да, вот все это бремя, все, что вы на себя взваливаете, соответственно, до конца, то есть, что вы справитесь. Но по десятке жезлов, возможно, будет ситуация, где вы здесь сможете столкнуться с какой-то ситуацией недопонимания с окружающими, какой-то скрытностью с их стороны, или вы им объясняете свою точку зрения, они вас не понимают, и вы чувствуете себя немножечко неуслышанными. Вот по этой карте, первый дом. Следующая карта у вас, соответственно, карта во втором доме. Это карта «Мир». Карта «Мир», она выпадает во второй дом, и она показывает, что все, что касается вашей финансовой сферы, всего, что вам принадлежит, то есть то, что вы считаете своим. Это все ваше материальное, это все ваши финансы, это состояние вашего имущества, может быть, это ваша способность зарабатывать деньги. И в целом по карте «Мир» эта карта достаточно неплохая. Может быть, вы даже очень много времени уделяете своей работе, и поэтому карта десятка жезлов у вас в первый дом выпала, когда вы, вот своя личность, да, здесь проявляется, ваша личность проявляется как личность такого труженика, готового работать, выполнять определенные задачи, достигать целей. Почему? Потому что карта «Мир», вы можете достичь хорошего результата и получить хорошее вознаграждение финансовое за свою работу. Вы можете здесь в профессиональной сфере, не знаю, это прям вершины какой-то карьерной достичь, свои амбиции реализовать. Может быть, это тут будет какое-то признание вашего мастерства, когда вы достигли того, к чему стремились, потому что мир — это вот лавровое вино, которое здесь возле этого человека. То есть ощущение победы, ощущение, что вы можете наконец-то радоваться какому-то завершению проекта рабочего, радоваться тому, что у вас есть определенные плоды вашего труда, потому что вы приложили усилия и вы успешно завершили какое-то важное дело. Вы получили
вознаграждение для кого-то важное, да, то есть очень хорошая такая благоприятная карта для бизнеса, для работы, финансовая свобода, которую вам может гарантировать эта карта, то есть ощущение, что вы здесь успешные инвестиции делаете, что ваши доходы здесь могут быть достаточно хорошими, и они позволяют вам реализовывать остальные ваши планы, то есть ситуация, когда деньги работают на вас. Также, если мы говорим, допустим, про еще какие-нибудь варианты, касающиеся здесь здесь этой карты мира. Вот она говорит про финансовую сферу, да, в основном, но это в целом все, что ваше. То есть это все материальное, это состояние вашего имущества. И здесь по карте мир, возможно, как-то ваши материальные вопросы будут касаться каких-то международных там грантов, каких-то инвестиций ваших в какие-то проекты международные, или какой-то перевод денег здесь будет важный, касающийся, собственно, да, вашей финансовой, опять-таки, сферы, или поиск партнеров каких-то деловых, которые будут где-то за границей находиться и какое-то отношение будут иметь, соответственно, да, к вашей работе. Поэтому вот она, карта мир, здесь про это тоже может говорить, но в целом, да, это карта успеха, то есть успех финансовый, успех материальный. При этом следующая у вас девятка мечей. И вот девятка мечей здесь выпадает на третий дом, и третий дом — это сфера общения, это ваша связь с окружающими людьми. В окружающих людей входят и отношения с членами семьи, то есть это близкие родственники, это друзья также. Возможно, здесь у вас есть по девятке мечей ситуация, где вы очень много работаете, мало внимания уделяете своим близким. Или вы здесь сталкиваетесь с недопониманием со стороны своих детей, внуков, да, своих родных. И по девятке мечей, ну или родителей, не знаю, то есть родственников. И по девятке мечей от этого страдаете, что меня не услышали. Вы можете себя винить за какое-то событие или думать, что вы что-то сделали неправильно, сказали неправильно, можете прокручивать какие-то ситуации в голове, которые происходили там в вашей жизни, и винить себя за что-то. То есть вот она, девятка мечей, она об этом. То есть в связи с окружающими вы как будто бы чувствуете, что ну вот что-то не совсем ладится у вас, и могут быть какие-то моменты вот этого недопонимания, или каких-то ваших угрызений совести, даже, не знаю, может быть, касающихся ваших поступков, о которых вы жалеете по девятке мечей. Не знаю, можете написать здесь в комментариях, что имеется в виду, почему такая карта у вас здесь выпадает. Собственно, если говорить про отношения, ну, здесь может быть, знаете, как какие-то глубокие переживания ваши из-за отношений, какая-то ревность или страх потерять что-то для вас ценное, касающееся отношений, какая-то тревога о будущем. Также она может и говорить о том, что вы боитесь остаться одним, вы тревожитесь, что вы можете остаться одни. Может быть, вы тревожитесь, что там вам внуков не хотят дети родить, допустим. То есть, да, как будто вот тревога, что вы вот чувствуете, да, что вас не понимают, не хотят вас услышать, вы из-за этого переживаете, хотя вы хотите донести какую-то такую очень здравую точку зрения, свою идею очень важную. И вот эта тревога, она не дает вам двигаться дальше. Она может указывать на какой-то кризис доверия, у вас очень много, может быть, страхов, каких-то подозрений касаемо отношений. То есть карта такая себе на самом деле, ну, как будто не самая хорошая, да, на отношения с близкими. А дальше идет еще более такая, да, знаете, карта башня, карта, которая здесь у вас выпадает на четвертый, простите, на четвертый дом. И четвертый дом в целом, он говорит тоже про родственников, он говорит про семью, он говорит про какие-то ваши домашние дела, возможно, о общении с детьми или внуками, или там ваши с родителями общение. То есть здесь какие-то будут события, где вы столкнетесь или с каким-то конфликтом, или с какой-то ситуацией прозрения, озрения, когда что-то станет ясно, что-то выйдет на свет, и что-то вот для вас таким будет как прозрением, да, то есть какое-то такое вот откровением каким-то, что вы чего-то не знали, вы можете здесь, соответственно, это узнать, эту информацию в общении с близкими людьми. Может быть, будет какой-то момент осознания истины или какое-то просветление, оно через шок, через что-то внезапное. Возможно, вы здесь в каком-то хаосе, который будет происходить, почувствуете, что вы потеряли контроль.
можете почувствовать какую-то дезориентацию, и что происходят радикальные изменения в семье, в доме, что что-то вот старое свергается, уходит, и остается вот только фундамент, на котором можно будет строить нечто новое. То есть здесь вот такое очищение происходит определенное, но через кризис. Поэтому вот в отношениях, опять-таки с близкими, может быть какой-то острый кризис, могут быть какие-то сложные периоды взаимоотношений, когда будет такая происходить трансформация в вас или там в ваших близких, опять-таки. Возможно, какие-то ваши старые взгляды, старые паттерны, да, они разрушатся навсегда. То есть карта, она может быть и не самая плохая, но вот в таком каком-то окружении она у вас здесь выпадает с девяткой мечей, с этой десяткой мечей. Сейчас мы ее тоже рассмотрим. Но давайте прежде перейдем на 5-й дом. Это карта тройка жезлов здесь, которая у вас выпадает в 5-м доме. И в 5-м доме это дом, который говорит о сфере самовыражения, самореализации. Вам хочется для того, чтобы реализовать себя, почувствовать себя реализованными в этой жизни, по тройке жезлов, либо достичь какой-то карьеры важной, да, успеха карьерного, какой-то цели, вашей финансовой цели, может быть, или получить поставленную какую-то вашу цель, да, вашу задачу, которую вы перед собой поставили, как реализовать ее. Тогда вы почувствуете, что вот я реализовался на полную. То есть у вас может быть ощущение, что вы не до конца реализовать себя смогли на сегодняшний день. То есть как будто какая-то сфера жизни страдает, вы чувствуете недореализацию. Или в работе, или в отношениях. Вот, или какую-то цель перед собой ставили и думаете, пока я ее не достигну, я не могу считать себя реализованным человеком в этой жизни. То есть вот здесь вот вы как ждете этой возможности. Вы вот хотите этого шанса или этого удачного предложения какого-то или удачной возможности, чтобы реализовать свой потенциал и то, что даст вам ощущение вот этой реализации в жизни. Карта королева мечей, карта 6-го дома, карта дома, который говорит о сфере здоровья, возможно, о каких-то повседневных делах, о повседневных задачах, да, то есть о ваших буднях днях. И в целом карта королева мечей, вот, знаете, как если говорить про будни, да, то по королеве мечей вы здесь будете опять-таки очень много каких-то идей выдвигать, говорить с окружающими, говорить им свою правду, говорить, что вы думаете, как вы чувствуете, вот это ваши будни. Когда вы будете очень проницательными, внимательными, будете говорить, что я все знаю, я все понимаю, я четко вижу ситуацию, что нужно вот так поступить и не иначе. Как будто вы видите суть, и вы знаете, как лучше, и вы будете честно говорить людям то, что вы думаете. Вы будете здесь, как вам кажется, да, достаточно объективными, а так оно и будет. И будете здесь какие-то важные идеи выдвигать. То есть такая мощь разума и какая-то интеллектуальная сила будет здесь действительно для вас вот прям в приоритете. И также вы здесь будете стараться управлять своими эмоциями, чтобы не сказать что-то лишнее, не расплакаться там, где не нужно, допустим, этого сделать, не поссориться с кем-то, там, высказав какую-то идею, которая кому-то не понравится. То есть вот здесь вы стараетесь управлять своими эмоциями. Если мы говорим про опять-таки ту же работу, то вы здесь очень логичны в своих буднях, очень структурированы, настроены на карьеру, опять-таки. Если про здоровье, касающееся ваших каждодневных, да, дней, будней, рутины, то здесь может быть необходимость в таком рациональном подходе к лечению, может быть консультация с каким-то квалифицированным специалистом для того, чтобы принять решение о лечении, необходимом вам. Вам нужно здесь детально изучать там свои симптомы какие-то или холодно оценивать в целом состояние своего здоровья, при этом без паники, без самообмана, то есть четко, логично, видя ситуацию, соответственно. То есть здесь могут возникать какие-то проблемы со здоровьем, но вам нужно просто найти баланс определенный между рациональным таким подходом к здоровью и вниманием к потребностям своего организма и стараться внимательно эти симптомы сразу же оценивать и необходимое лечение, соответственно, получать, если в этом есть необходимость. Дальше идет карта двойка пентаклей. Это 7-й дом у вас по двойке пентаклей. И вот двойка пентаклей в 7-м доме, она говорит о тоже партнерских отношениях. То есть она показывает отношения с коллегами на работе, отношения с деловыми партнерами.
И также партнерские отношения личные, то есть в паре. И здесь вот по двойке пентаклей может быть такой тоже хаос. Попытка удержать, вот похожая карта здесь, да, попытка удержать на себе какую-то ответственность, попытка здесь разобраться, что важно, что второстепенно, что надо сразу сделать, что потом. То есть это какой-то хаос, в котором вы балансируете, чтобы не упасть. Это какая-то ситуация, где вы в отношениях партнерских стараетесь договориться, стараетесь найти золотую середину, найти какой-то компромисс, да, из двух вариантов найти какой-то такой вот усредненный, который будет подходить и вам, и другому человеку. И в партнерских отношениях, в любых, в личных тоже. То есть вы стараетесь как бы договориться. Вы можете чувствовать, что вы как будто бы вот одни взгляды имеете, да, но вот может быть цели в чем-то расходятся. Вы стараетесь договориться, вы стараетесь, опять-таки, здесь каким-то образом, чтобы вас услышали, да, пытаетесь достучаться до других людей. Дальше идет Верховная Жрица, и это карта, которая здесь выпадает на 8-й дом. А 8-й дом — это у нас сфера либо опасности, либо вашей сексуальной сферы. И здесь вы можете что-то скрывать до поры до времени от других людей, от окружающих. Возможно, какие-то отношения, которые вам хочется здесь скрывать. Но также здесь могут быть и какое-то, знаете, как... да, какие-то опасности, о которых вы вот не знаете, то есть опасность, которая может вас ждать, неожиданной быть, да, то есть опасность, которая может быть неожиданной, может быть коварной, может возникнуть вдруг, как из ниоткуда, что-то скрытое, может быть какой-то момент, где кто-то о чем-то договаривается за вашей спиной, для вас это будет опасность определенных интриг, возможно, в которые вы попадаете, каких-то тайн, которые опять-таки здесь имеются, и что-то от вас скрывается. Возможно, вы здесь будете чересчур пассивные, в этом может быть тоже какая-то опасность, когда вы чересчур пассивны, просто находитесь в периоде ожидания, то есть лучше так не делать, лучше действовать для вас в целом. И также здесь, знаете, как может быть такая ситуация, как я уже говорила, да, как будто интуицию можете свою не услышать. Опасность в том, что вы можете проигнорировать свой внутренний голос, как будто бы не доверить себе или своей интуиции. Когда вы можете, знаете, раскрыть какую-то тайну. Тоже это как утечка информации. То есть опасность потерять информацию, рассказать кому-то что-то или какие-то сплетни здесь распускать, может быть, нарушить доверие определенное этими сплетнями. Возможно, вы здесь будете блокировать свои эмоции, и это тоже будет такой опасностью, потому что может вылиться в какие-то проблемы со здоровьем. Также вы можете здесь отказываться принимать свои истинные чувства, можете почувствовать какой-то дисбаланс. Это такая опасность, опять-таки, от происходящего здесь, то есть ощущение дисбаланса, ощущение неуверенности, что будет в будущем. Здесь карта Луна тоже, да, изображена. Собственно, есть какое-то такое вот состояние переживания, может быть, боязнь, что вы можете от чужого мнения зависеть или от чужих решений, от чужих каких-то мнений. Вы можете здесь отстраняться от окружающих, изолироваться, и это будет тоже такой опасностью для вас. То есть это то, что лучше не делать, но вот почему-то в 26-м году вас события могут таким образом загнать, что вы как захотите изолироваться. Карта влюбленные, карта, которая у вас выпадает следующей, собственно. Это карта, которая к 9-му дому относится, и она говорит о вашем личном росте, о каких-то вопросах духовного роста, возможно, о том, что вы можете здесь вот в плане влюбленных, да, именно в этой карте старшего аркана, вы можете здесь в плане роста, в плане развития, особенно если мы говорим про духовное развитие, именно этому дому соответствует в данном случае эта карта в этом положении, то здесь, как знаете, может быть ощущение, что вы соединяете противоположности, как будто можете трансформировать себя духовно и даже не знаю, может быть, как встретить человека, с которым вам будет очень комфортно, который будет таким вашим духовным наставником, возможно, да, спутником также. Может быть, это какие-то совместные там духовные практики или какие-то медитации, но совместные, потому что это пара, опять-таки, да, пара. Это может быть какие-то ситуации, где вам нужно будет проявлять любовь на своем духовном пути, то есть на том выборе, который вы делаете.
То есть, принимая определенные решения, вам нужно будет понимать, что эти решения влияют на других людей в вашей жизни. Да, то есть здесь важно будет следовать не только своим убеждениям, своим целям, что вот я это хочу, мне это нужно, да, и пусть что угодно произойдет, да, я хочу своей цели добиться. А вы должны понимать, что ваши решения там, или ваши желания здесь, они не могут целиком и полностью подчиняться только там, вашим желаниям, да, и реализовываться все, как вы хотите. Что происходит все так, как должно, и, возможно, да, лучше, допустим, чтобы какие-то ваши цели здесь и не реализовались, если это кому-то может навредить. Либо вы что-то можете реализовать, но опять-таки совместно с другими людьми, то есть в паре. И это тоже позволяет вам как будто духовно расти, понимать, что вот вместе вы едины, вместе вы на многое способны, порознь, возможно, нет. То есть здесь вот это умение создавать союз, умение договариваться, умение сохранять доверительные отношения, да, с людьми, с близкими. Здесь умение находить какие-то компромиссы. Это то, что для вас будет хорошим уроком здесь и позволит духовно вырасти, как-то лично вырасти. Да, следующая карта, карта 10-го дома, это карта карьеры, это карта карьерного роста, и здесь карта успеха, карта хорошего прогресса и возможности в плане карьерного роста, возможность получить что-то, что вы заслуживаете, может быть, благодаря вашей усердной работе. Такое ощущение, что вы прям работаете здесь. Ну, то есть здесь вы можете кардинально что-то поменять в своей карьере, вы можете перейти на какую-то работу, которая будет для вас по призванию вашему. Или вы можете здесь получить признание ваших заслуг, правда, и получить повышение, какую-то важную должность, там, знаете, более статусную или более оплачиваемую там, в вашей организации. Вы можете здесь получить какое-то вознаграждение финансовое, вы можете здесь получить деньги, какие-то выплаты, потому что вы их заслужили своими предыдущими действиями, своими предыдущими поступками. То есть в данном случае касаемо именно карьерного роста, касаемо вашей реализации и каких-то наград, вы получаете то, что вы заслуживаете. Карта «Страшный суд». Следующая карта, карта туза Пентаклей, это карта 11-го дома, это карта надежды, это карта планов ваших, вера, что вы сможете получить какой-то заветный пентакль, какие-то заветные выплаты или что-то, что будет для вас очень ценным, что-то, что будет давать вам ощущение такого, знаете, как превосходства, ощущение своей, опять-таки, самодостаточности, может быть, реализации. То есть вы хотите что-то реализовать, какую-то важную для вас цель, и в 26-м году для вас это прям вот то priority, что вот для меня это прям превыше всего, я хочу, да, хочу получения должности, или какое-то повышение зарплаты, или какое-то изменение в семейной ситуации, да, или покупку квартиры, там, я не знаю, то есть что-то крупное, что-то важное для вас, что-то ценное, что-то, чем вы прям дорожить будете, что-то, чего вы сильно хотите, и что воспринимается вами как вот этот вот золотой пентакль. То есть вы надеетесь, что вы его получите. И все ваши планы, они здесь настроены, собственно, на получение вот этого золотого пентакля для вас. И дальше идет карта императора. И карта императора здесь на 12-й дом у вас выпадает. И 12-й дом это какие-то скрытые тенденции, это ваши силы. Ваша сила здесь как раз в том, что вы можете быть очень структурированными, можете быть лидером, можете по этой карте императора проявлять себя как такой вот начальник, как человек, который смотрит на все и знаете, как свысока оно видит, при этом далеко и все хорошо понимает и разбирается в ситуации, имеет какую-то власть и может эту власть правильно применять, может здесь свой авторитет, свои лидерские навыки, может быть, правильно апплицировать в отношениях с другими. То есть вы здесь можете контролировать какие-то важные процессы для вас, вы можете здесь командовать людьми, если речь идет о работе в команде, в коллективе. То есть вы в целом очень структурированы, вы все делаете для стабильности, для надежности, для прочности там, в ваших отношениях или в вашей работе. И вот хотите достичь определенных своих каких-то целей, то есть амбициозно, успешны. Вы здесь готовы материально реализовываться, и это будет вашей такой сильной стороной. Плюс вы очень и очень дисциплинированы. Очень дисциплинированы, и это ваша сила здесь будет, ваша способность, да, может быть, способность ваша, не знаю, зарабатывать деньги здесь, как-то расти в плане карьеры, финансов. Здесь это карта, которая показывает в целом успех.
через дисциплину, через упорный труд, через то, что вы создаете четкую структуру, вы какие-то правила устанавливаете, придерживаетесь этих правил, они приводят вас к успеху, то есть какая-то стратегия ваша. Да, ваша сила, ваш ресурс, собственно, здесь в этом состоянии, в этой карте императора. Следующая карта, которую я достала дополнительно, это вот она, 8 жезлов. Она здесь выпадает рядом с 1 домом, и эта 8 жезлов, она здесь в целом показывает ту маску, которую вы одеваете, общаясь с окружающими. То есть вы здесь показываете, что вы готовы, 10 жезлов, прикладывать в чем-то усилия, идти к поставленным целям, при этом 8 жезлов, делать это быстро, вы настроены на быстрое достижение результата, вы здесь настроены на какой-то феноменальный быстрый успех, на завершение каких-то дел важных для вас. Также вы, общаясь с кем-то, договариваясь с кем-то о чем-то, опять-таки стараетесь, чтобы это были какие-то быстрые разговоры, переговоры. Может быть, как раз у вас потому и возникает недопонимание, потому что вы по телефону что-то обсуждаете с другими людьми или в какой-то переписке, а лучше встретиться и обсудить это тет-а-тет, с глазу на глаз, но вам почему-то вот как за закрытой дверью или через стекло общаетесь с другими людьми, может быть, по телефону, да, то есть может быть как испорченный телефон, когда вас не понимают, потому что вот это очень быстрое какое-то общение, которое здесь происходит по этой карте. Также вы кому-то пытаетесь что-то объяснить или достучаться до других людей, если нужно сделать какой-то выбор или принять быстрое решение, то есть опять что-то быстрое сделать, и может быть вы кого-то торопите, мол, нужно что-то ускорить, нужно действовать быстрее, нельзя медлить, нельзя ждать, нужно действовать здесь и сейчас, в этом году, да, возможно так. Следующая карта у вас вместе с картой башни выпадает 10 мечей. Это ваше желание здесь уйти от каких-то кармических проблем, от какой-то родовой, может быть, кармы, которая у вас есть, или какие-то предыдущие проблемные ситуации, которые вам хочется разрушить. То есть что-то заставляло вас испытывать дискомфорт или стресс, или какое-то ощущение, опять-таки, нереализованности. Вы хотите эту ситуацию разрушить, она вам некомфортна, неприятна была. И по 10 мечей, соответственно, да, вы очень много переживали из-за этой 10 мечей, которая тянулась из прошлого, может быть, или ну, действительно как какая-то вот карма, которая над вами давлела, это 10 мечей. И долгое время у вас была определенная ситуация, когда вы могли, допустим, вот знаете, как проживать какую-то потерю, что ли, да, потерю своей цели или каких-то людей в своей жизни, то есть болезненно переживали потерю чего-то, потерю цели, или испытывали какое-то поражение, как что вот я не вышел или не вышла победителем, или что вот все, конец, вот не реализуется там какая-то ваша цель, или что ну вот не будет нового начинания, или не будет какого-то улучшения, что это вот уже финал, да, что с этим нужно смириться, то есть какая-то такая вот ситуация могла бы быть у вас, может быть какое-то предательство, которое вы пережили, или может быть какое-то здесь кризисное состояние, которое вы пережили. Оно может касаться чего угодно, может и работы касаться, может отношений касаться. Но здесь вот именно в таком вот, да, с картой башня, оно выпадало рядом с картой семьи, то есть здесь как нож в спину со стороны близкого родственника, может быть, вами воспринимался, может быть, это как кармическая ситуация, которую вы проживали, как предательство близкого или родственника, или человека, который для вас очень близок, с которым вы в близких отношениях, близкий друг, любимый человек, да, то есть ощущение вот этого вот удара в спину, может быть, вы тяжело переживали эту ситуацию, и пора уже время, да, очистить эту ситуацию, это воспоминание, разрушить, чтобы строить что-то новое, может быть, лучшее на этом фундаменте. Дальше карта Луна вместе с картой двойка Пентаклей. Карта Луна, здесь тоже это партнерские отношения. И вот здесь вот она показывает, собственно, вот эти партнерские отношения, соответственно, для вас, взаимодействие с другими людьми, показывает по карте Луна, что вы можете пытаться найти какой-то компромисс, баланс в отношениях с другими, но опять-таки
вы не доверяете, или вы считаете, что вас не понимают, или что вам не доверяют, то есть по этой карте Луна. Также, если в каких-то партнерских отношениях, здесь речь идет о выборе, допустим, в отношениях в паре нужно принять решение, то здесь вы можете сомневаться в том, правильное ли решение принимаете, или этот человек может сомневаться, правильно ли он поступает, потому что очень много неизвестного впереди, очень много каких-то сомнений, очень много страхов, фобий, которые могут быть, или подсознательных тревог, которые могут присутствовать. И здесь вот, ну да, могут быть какие-то скрытые моменты в общении с этим человеком, с партнером по бизнесу или близким человеком для вас, когда этот человек может от вас что-то скрывать, тоже что-то не договаривать, или что-то как будто бы вы не говорите, не договариваете. Но есть определенная такая вот неточность или путаница, или отсутствие ясности здесь у вас в этих отношениях, какая-то неопределенность, может быть, даже какие-то иллюзии, где вам рассказывают что-то, чего не будет, но вы себя тешите этими иллюзиями. То есть таким самообманом занимаетесь или обманом, когда вы искаженно воспринимаете какую-то ситуацию и не совсем четко и ясно видите происходящее. Возможно, поэтому вы, допустим, опять-таки в отношениях не совсем понимаете, почему тот или иной человек так поступает, а не иначе. Не так, как вам хочется, да, потому что вы можете не совсем понимать этого человека и ту ситуацию, в которой он находится, не знать всей информации, допустим, или каких-то сопутствующих моментов, которые у этого человека происходят в жизни. Дальше идет карта туза жезлов, то, к чему вы стремитесь, туз жезлов, к новому началу. Вы стремитесь по тузу жезлов к каким-то важным для вас переменам, к достижению успеха, страшный суд, и важным переменам, которые по тузу жезлов для вас будут таким вот огнем, желанием действовать, желанием дальше развиваться, желанием по тузу жезлов каких-то серьезных новых начинаний, какого-то серьезного старта, периода в вашей жизни, инициативного, очень такого серьезного и наполненного потенциалом. То есть вы видите в этом очень много возможностей, скрытого какого-то характера. Может быть, вы видите в этом прям семя будущего успеха, что я вот сейчас это сделаю в этом году, да, и это прям приведет к какому-то прорыву, к какому-то вот такому важному событию, которое наполнит вас энтузиазмом, даст вам очень много жизненной силы, много энергии, какого-то роста, развития и вот этого прорыва в целом в жизни, когда вы уходите от застоя, от каких-то неприятностей, и вы хотите вознаграждения, вы хотите по тузу жезлов каких-то значимых перемен, на которые вы заслуживаете, когда вы трансформировались, поменяли свое отношение кардинально, да, и готовы к этому новому началу. Вот туз жезлов, то, к чему вы стремитесь. А следующие карты у вас вот тут вот были в серединке, соответственно, принц мечей или рыцарь мечей, ее еще называем. И вот этот рыцарь мечей — это основной тон всего того происходящего в 2026 году, который, собственно, у вас здесь будет задействован. Да? И по рыцарю мечей здесь можно говорить, что в целом в 2026 году вы постараетесь по рыцарю мечей быть такими очень здесь решительными, вы постараетесь здесь быть амбициозными, вы будете стремиться к своей цели, вы будете делать это быстро, то есть опять-таки много скорости, много стремительных действий и решений принимать. Вы не будете как будто долго колебаться и будете других людей толкать на быстрое принятие решений, хотя другие люди могут сомневаться и тянуть с принятием решений. Ну то есть у вас вот какой-то здесь такой будет момент прямоты, прямолинейности, вот опять-таки королева мечей, то есть вы вот в быту, в общении с другими говорите четко и ясно, чего вы хотите, вы такие прямолинейные, даже честные до жестокости можете быть. Когда вы будете защищать свою правду, бороться за те идеалы, которые вам важны, потому что вот вам важно будет, чтобы люди вас именно услышали. И девятка кубков, которая здесь рядышком выпадает, она показывает, что вас здесь может удивить. А удивить может, что возможно, по девятке кубков, возможно, вы получите здесь с этими кубками. Да? Девятка кубков — это достаток, это ощущение такого благополучия и материального в том числе, то есть можете получить какое-то материальное вознаграждение. Действительно, вас это прям удивит и порадует. Но и также вот вы можете здесь достичь какого-то успеха, может быть, и ожидаемого, и это принесет удовлетворение
вам и ощущение счастья, радости, какой-то веры в лучшее, веры в себя, определенной самоуверенности. Может быть, исполнится ваше желание. То есть это прям вас может удивить, что исполняется ваше желание, то, что вы себе запланировали, задумали, чего вы сильно хотели. Также здесь карта Короля Кубков выпадает в вашей стихии. Она показывает, как вам можно добиться успеха. А вот вам, чтобы добиться успеха, здесь лучше быть не вот такими вот жесткими здесь в своих высказываниях или там в своих суждениях, а быть более мягкими, быть более эмпатичными, больше чувствовать людей, настроение людей, как-то уметь правильно и вовремя какие-то слова сказать, чтобы убедить, уговорить, чтобы перетянуть на свою точку зрения, да, на свою сторону, возможно, кого-то по Королю Кубков. То есть это то, что вам нужно будет делать, как вам лучше действовать, чтобы достигать успеха. И 4 мечей, здесь последняя карта в нашем раскладе, это то, какой духовный опыт вы получите здесь в этом году. А у вас будет возможность по 4 мечей здесь разобраться в себе, разобраться в своих истинных желаниях, своих истинных каких-то верованиях, своих стремлениях. То есть покопаться в себе, разобраться, что действительно вам необходимо, чего вам действительно хочется, потому что это такой период самоанализа, может быть, какого-то периода такого вот погружения в себя. Да, это какой-то период, когда вы сможете здесь исцелить себя после стресса, после каких-то переживаний, когда вы сможете обдумать дальнейшее ваше действие в этой тишине, в этом спокойствии и накопить новые силы перед новым, более значимым для вас этапом. То есть вот в таком духовном понимании здесь вы здесь будете в таком состоянии духовного ретрита находиться, да, когда вы сможете здесь отойти от этой духовной активности на какой-то момент и просто немножечко отдохнуть, успокоиться. Может быть, для кого-то это медитация, йога или что-то в таком духе тоже, что будет иметь важное для вас значение. Но вот в целом это как возможность разобраться в себе и в своих желаниях в целом в этом году по 4 мечей. Еще здесь обычно я рассматриваю такие еще триады, да, триады, давайте на них еще немножечко остановимся. Триада, допустим, огня, это огненная триада, которая состоит из 1, 5 и 9 домов, соответственно. Первый дом у вас карта десятка жезлов есть, да, вот она, десятка жезлов. Затем это 5 дом, это тройка жезлов, и также это 9 дом, то есть это карта влюбленная, это огненная триада, то есть это триада ваших действий, это триада вашего личностного развития, может быть, или особенностей вашего темперамента здесь. То есть достижение важных целей, которые вы себе поставили, возможно, желание вытянуть какую-то ситуацию на себе и приложить максимум усилий, быть решительными, настроенными решительно в том, чтобы по влюбленным, да, по этой карте решить какой-то вопрос там в отношениях, в паре, в партнерских отношениях или в любовных отношениях, вот с кем-то договориться, вот донести свою точку зрения, добиться того, что вы хотите, своих целей, которые вы перед собой поставили, вы будете максимум усилий на это прикладывать. Следующая триада — это триада Земли, она состоит из 2 дома, это карта Мир у вас, 6 дом — это Королева мечей, и это 10 дом, то есть карта Страшного суда. То есть вы хотите по карте Мир добиться успеха и получить то, что вы заслуживаете, поэтому вы об этом очень много будете говорить и говорить прямолинейно людям, которым захочется вас слушать, соответственно, да, то есть это вот какие-то важные материальные, может быть, моменты, касающиеся ваших там целей. То есть вы хотите получить то, что вы заслуживаете, может быть, материальное нечто, да, получить то, что вы заслуживаете, вы об этом говорите, или вы какую-то стратегию в плане работы выстраиваете, как это можно достичь, как можно спланировать, как реализовать свои амбиции, как вырасти в плане карьеры для того, чтобы получить желаемое или получить какое-то повышение, так, чтобы в целом почувствовать себя триумфатором, победителем и почувствовать, что вы можете прочно стоять на ногах, что у вас есть уверенность в завтрашнем дне. Карта триада, да, следующая, собственно, это триада воздуха, это 3 дом, это карта, здесь 9 мечей, это 7 дом, это 2 пентаклей, и это 11 дом, это карта
туза пентаклей. То есть здесь есть, соответственно, девятка мечей, двойка пентаклей, туз пентаклей. Такая триада воздуха. Это ваши мысли, это ваши идеи, которые вы здесь продумываете. То есть желание какую-то ситуацию сбалансировать, желание здесь разобраться в своих чувствах, которые вот по карте Луна могут быть немножечко такими, знаете, как больше о мечтах, каких-то ваших надеждах. Но при этом для вас очень важно получить что-то ценное для вас. Вы сильно переживаете, в 26 году получится или не получится. Может быть, вините себя, что что-то сделали ранее неправильное, поэтому до сих пор не пришли к этой цели. Но вот по девятке мечей сильно из-за этого будете переживать. И следующая триада — это карты, собственно, да, водные триады. Это 4-й дом, это башня, да, здесь у вас, это 8-й дом — это карта Верховная Жрица. И это 12-й дом — это карта Императора, то есть Верховная Жрица. Верховная Жрица — это Император и башня. То есть это какое-то крушение, возможно, ваших чувств, ваших переживаний чувственных из-за того, что вы здесь узнаете какую-то правду или что-то скрытое от вас, или где-то вовремя не прислушиваетесь к своей интуиции, что-то делаете неправильно или говорите кому-то что-то неправильно, или какие-то сплетни здесь касающиеся вас происходят, или какие-то там, не знаю, какие-то мотивы скрытые кто-то здесь против вас выдвигает, соответственно. И карта Императора — это может каким-то образом быть связано с таким мужчиной, Император, может быть, какая-то мужская фигура, которой вы касаетесь, может быть, касаемо ваших лидерских качеств, да, здесь какие-то будут ситуации, которые будут вас задевать, сокрушать, может быть, каким-то образом выбивать почву из-под ног, да, то есть влияет сильно на ваши чувства и в какой-то момент может сильно отвлечь, допустим, от каких-то профессиональных вопросов, если возникают конфликты какие-то на работе или вот что-то такое вот скрывается или узнается касаемо ваших близких. Итак, дорогие мои, я думаю, что на этом мы сегодняшний таро-прогноз на 2026 год по 12 домам для рыбок завершим. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!